Привет, друзья! Вы на канале ДРТ Клаб. Как вы уже поняли по названию, сегодня речь пойдет о лишнем весе у собак. Я расскажу, в чем причина этого явления, чем опасно ожирение для наших с вами питомцев и как с этим бороться. Последние пару лет я стала замечать, что Джек начал сильно поправляться. Особенно явно это проявилось буквально последний год после того, как мы его кастрировали. Если вы не видели ролика о том, почему мы кастрировали Джека в столь почтенном возрасте, обязательно его посмотрите, ссылочку я оставлю в описании к этому видео. И вот буквально на днях я взвесила Джека. Лайфхак, как взвеситься с собакой. Берем собаку на руки и сначала взвешиваемся вместе с ней. 68 200. Теперь отпускаем собаку и взвешиваемся сами. 64. Получается, что Джек поправился на целых 900 грамм, это 1/7 от его нормального веса, 7 килограмм, в котором он держался всю свою жизнь. Это равносильно тому, что при своих 60 килограмм я набрала бы 1/7, а это 8,5 килограмм. Представляете, как мне было бы тяжело? Вот и Джек стал ощущать свой лишний вес. Ему стало тяжелее запрыгивать на диван. После активных игр он стал быстрее уставать, у него появилась одышка, и вот я решила, что пора бы уже Джеку похудеть. Плюс, если мы соберемся куда-то лететь с Джеком на самолете, то в салон самолета нас уже не пустят, придется сдавать Джека в багажное отделение, потому что, как правило, у всех авиакомпаний требования похожие, вес собаки вместе с переноской для допустимого провоза в салоне самолета должен составлять не более 8 килограмм. Джек уже весит 8 килограмм плюс переноска, но тут уже явный путь в багажный отсек. Конечно же, габариты Джека не критичны, я не могу сказать, что он страдает ожирением. У него не торчат, как у бочонка, бока, не провисает спина, не висит живот. Но лишний вес у него все-таки есть. Итак, сегодня я вам расскажу, как мы будем бороться с лишним весом Джека. Ну а если вам интересен конечный результат, обязательно подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о вновь вышедшем ролике. Худеть мы будем постепенно. Я не собираюсь мучить Джека какими-то жесткими диетами, нагружать суперактивными нагрузками, потому что Джек все-таки у нас уже взрослый мальчик, ему практически 12 лет, и что-то резко менять в его рационе и в его ритме жизни, это было бы, наверное, не очень правильно. Поэтому конечный результат у нас будет примерно через месяц. Вообще, по статистике, излишним весом страдают около 40% собак. Ожирение как у собак, так и у людей уже приравнивается к хроническому заболеванию. Многие владельцы питомцев не понимают, в чем же опасность этого заболевания, мотивируя тем, что «ну как же он же смотрит на меня такими глазками, ну как же я не дам ему со стола вот этот вкусненький кусочек». Вообще лишний вес оказывает негативное влияние на все внутренние органы. Появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, появляется заболевание сердечно-сосудистой системы. Лишний вес очень давит на кости и суставы, в результате чего появляются различные артриты, артрозы, и собаке уже становится просто тяжело передвигаться. Причин ожирения может быть множество. Это и заболевания внутренних органов, постоянные стрессы. Кроме того, причиной ожирения также могут являться паразиты. Но, как правило, основными причинами лишнего веса у собак является банальное перекармливание, недостаточные физические нагрузки и кастрация. В нашем случае я считаю, что причиной лишнего веса в первую очередь, конечно же, явилась кастрация, плюс почтенный возраст Джекушки. Все-таки Джеку уже практически 12 лет, а с возрастом обмен веществ ухудшается. Вдобавок ко всему, вот эти вот новогодние праздники, они, конечно же, даются нам тяжело. У нас сократилось время прогулок, потому что на улице стреляют и днем, и ночью. Джек отказывается гулять, он скорее тянет домой, потому что опасается вот этих взрывов, опасается салютов и петард.
Ну и на улице сейчас стоит страшнейший гололед. Не то что бегать за мячиком, а даже ходить невозможно. Но а бегать за мячиком, конечно же, я Джеку не разрешаю, потому что скользко, и он может повредить, поранить или даже сломать лапу. Единственным развлечением сейчас на улице у нас остается искать мышек, что мы благополучно и делаем. Ну и не знаю, как в вашем городе, но у нас все просто усыпано реагентами, и приходится Джека переносить через какие-то дороги на руках, благо, что он не тяжелый и что он все-таки маленькая собачка. Вот так мы ходим через засоленную дорогу, да, чтобы лапки не болели от соли потом. Я вообще не представляю, как справляются с этим владельцы крупных собак, потому что наверняка все лапки у таких собачек повреждены и поранены. Первым делом я пересмотрю его рацион питания и буду постепенно сокращать порцию. Взрослым собакам, ведущим в меру активный образ жизни, необходимо примерно 2,5–4% белка в день от массы ее тела. Летом, когда было жарко и когда мы по 3-4 часа проводили на заливе, активно купались и плескались, я давала Джекам примерно 3,5 белка в день от его массы тела. Но настала зима, активность у нас значительно сократилась, но процент еды я, конечно же, не уменьшила. Как давала 3,5%, так и продолжаю давать. И вот, конечно же, это все сказывается на боках. То есть в первую очередь я немного сокращу процент еды в день. То есть постепенно с 3,5% я хочу довести до 2,5–2%. Конечно же, все сразу я это делать не буду, резко уменьшать порцию я не собираюсь. Все это буду делать постепенно, чтобы не было вот такой вот сильной нагрузки на все внутренние органы. Вес порции должен рассчитываться не от того, сколько весит ваш толстенький питомец сейчас, а от желаемого результата, от нормального веса собаки. То есть, если я хочу, чтобы Джек пришел к своим стандартным нормальным 7 килограммам, то 2–2,5% я умножаю на вот эти вот 7 килограмм, и получается, что ежедневная порция белка у Джека должна составлять примерно 140–160 грамм. То есть, если я кормлю Джека 2 раза в день, я делю вот эту вот 160 грамм на 2. То есть за одно кормление Джек должен получать примерно 70–80 грамм белка. Плюс немного овощей и при желании, если позволяет это ваша диета, круп. Ну вот вес миски у меня где-то 92–93 грамма. В разовое кормление я буду давать Джеку примерно 90 грамм еды. С миской это будет составлять 180 грамм. Но вот сейчас я сделала Джеку еды чуть-чуть поменьше, с миской где-то 160 грамм. Это примерно 70 грамм еды, потому что я сегодня планирую дать Джеку вкусняшки. Один важный момент. Все вкусняшки и лакомства идут в зачет еды за минусом пайки. То есть, если вы днем планируете угостить своего собачонка вкусняшкой, то сократите его порцию. Если же вкусняшка вот такая вот большая, мясная, то ее можно вообще дать вместо одного кормления. Обычно я нарезаю разные овощи перед кормлением непосредственно в еду, но если у вас привереда и отказывается есть овощи, фрукты или выбирает из порции мяса, то можно сделать следующим образом. Вы берете овощи, фрукты, нарезаете, берете зелень. Зелень можно взять любую, можно взять листовой салат, шпинат, укроп. И все эти овощи я перемалываю в блендере до получения однородной кашицы. У меня получилась вот такая вот однородная масса. Ее можно просто переложить в баночку и хранить в холодильнике. И уже непосредственно перед кормлением добавлять вот такую вот кашицу в порцию собаки. Тогда ваш привереда точно не сумеет выбрать
что повкуснее, то есть мяско. Я постараюсь увеличить физические нагрузки, насколько это возможно сейчас вот в такое вот непонятное время года, когда на улице то гололед, то дождь, то слякоть, то все снова припорошит снегом. Но, по крайней мере, мы будем активно стараться играть с Джеком дома. Плюс я провела строгую беседу с домашними и категорически запретила подкармливать Джека со стола, потому что, ну что лукавить, да, есть такое, иногда Джеку что-то перепадает со стола, пока я этого не вижу. Конечно же, летом сбрасывать лишний вес гораздо проще, потому что летом тепло, можно и побольше погулять с собакой, взять какой-то мячик, побегать по травке, порезвиться с соседскими собаками, поплавать на заливе, так как мы это делаем с Джеком по 3-4 часа в день. Плюс велопрогулки будут полезны не только для вашего питомца, но и для вас. Ну а вот если ваша собака страдает не то что излишним весом, а даже ожирением, то резко начинать такие активности я не советую. Это может привести к гибели вашего питомца. Начните с малого, просто увеличьте время своих прогулок. Погуляйте подольше со своим питомцем по паркам, по каким-то скверам, по лесным тропинкам. Постепенно увеличивайте время этих прогулок каждый день. Можете брать с собой мячик. Первое время кидайте этот мячик буквально на метр, на два. Пусть питомец, может быть, не прибежит, а потихоньку дойдет и принесет вам этот мячик. И со временем, так с каждым днем, кидайте мячик все дальше, и питомец будет за ним бегать. И так мы с Джеком начинаем стройнеть. Первое взвешивание мы провели 4 дня назад, и вот сегодня у нас было промежуточное взвешивание. И я хочу отметить, что за эти 4 дня Джек скинул целых 100 грамм, а я считаю, что это очень даже неплохой результат. Ну и я повторюсь, если вам интересен конечный результат, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе событий. Всем пока!